Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня колода добра. Прекрасные карты, изображения, значения которых подаются с позиции позитивной психологии. Давайте будем добрее к самим себе, мои дорогие близнецы. Жизнь не бывает, увы, полностью предсказуема. Позволим себе право ошибаться и идти дальше. Допустим, альтернативные варианты развития событий. Не всегда все складывается ровно так, как мы это предполагали. И подсказками пусть будут нам карты, образы карт. И главные темы, неожиданности, что важно знать, что скрыто на этой неделе. Спросим у карт, ну и посмотрим по основным сферам жизни. Итак, для вас, мои дорогие близнецы, на неделю с 12 по 18 февраля. Что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто, достанем вот такую карту и по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь. Что же будет в приоритете? Звезда. Ну, вообще прекрасно. Карта говорит о том, что нет ничего невозможного. А еще по этой карте в любой колоде Таро всего есть две карты выбора правильного направления. Вот карта звезда о долгом периоде, где-то лет 10-20, как по Плутону. Вот здесь, видимо, на этой неделе ваши планы, которые с таким долгосрочным проектом, как вы хотите, или какое либо дело вы себе планируете, либо качество жизни, мои дорогие близнецы, планируете. Сияйте, как звезда, об этом нам тоже говорят. И поэтому по этой карте у кого-то пройдут изменения, может быть, планируемые в личной жизни, у кого-то переезд или поездка, или ваши какие-то честолюбивые амбиции. И если вы человек медийный или вы творческий человек, может быть, пишете картины, пишете книги, вот здесь действительно какая-то популярность может прийти, или я делаю карьеру, и тоже вот повышение как и профессиональных навыков, экспертности, и опять же, заявить о себе как будто нужно. По этой карте все же нам сиять предлагают, и, видимо, эта неделя будет для вас важна на какой-то долгий период, понимаете, может быть, это сопряжено с каким-то важным решением. Давайте мы узнаем, каковы же неожиданности. Нет ничего невозможного, но это своего рода марафонский забег. Вестник воздуха. По вестнику воздуха вы узнать можете какую-то тайну. Или, может быть, приходила уже раньше информация, а именно на этой неделе вы понимаете, что же есть на самом деле. По вестнику воздуха мы становимся большими реалистами. Выводы основаны на опыте. Где-то предполагается, что быстрота реакции может быть для вас, ну, как предложение какое-то с учетом карты звезда или ваше решение, когда вам придется просчитать что-то. Просчитать у кого-то математически, если это вопрос касается денег, а у кого-то, допустим, соразмерить с законами, с какими-то традициями, с порядком, какой-то регулировкой. Вот как будто найти недостающую информацию по этой карте, мы ищем истину, и мы ее находим. Ну, вообще, воздух – это ваша стихия, и воздух – это у нас интеллект. Поэтому в неожиданностях, правда, разные могут быть события. Кстати, может быть, связанные с приездом человека к вам. Иногда, мои дорогие, по этой карте нам говорят, что могут появиться в нашей жизни те люди, которые у нас не вызывают приятных эмоций. И тогда нам придется держать эмоциональный баланс. Опять же, не время эмоциям, а умение видеть по факту как раз ваш рационализм, логика и интеллект. Здесь основа всего на этой неделе, потому что определить что-то для себя на дальнюю дистанцию вам как будто совершенно необходимо. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Карта шута вот так вот выглядит. Что-то начинать заново. Или что-либо, может быть, как будто переделывать. Или бросить одно занятие, начать другое. Вот буквально на этой неделе
будет важно. С другой стороны, если мы говорим, вы можете искать юридическую информацию, вестник воздуха, докопаться до сути, как будто есть вопрос, который знать нужно наверняка, а не приблизительно. И не время рисковать собой, не время что-то делать необдуманно, куда-то спешить, торопиться, не видя какого-либо подвоха. Правда, тут словно базис, фундамент вы на этой неделе последующих свершений закладываете, и поэтому от вас, знаете, вот этот самый энтузиазм какой-то, который может вас переполнять, он может у вас где-то с практичностью или логикой не согласовываться. Скорее всего, с учетом вот этих двух карт, вас что-то обрадует. Может быть, это радость, которая случилась днями, неделями прежде, что-то у вас получилось. Но вот этот энтузиазм, вдохновение или посыл какой-то творческий, он все равно как-то вот через рациональную призму его нужно пропустить. То есть, видимо, несмотря на то, что вроде и возможности есть, и желания есть, но переложить это все в какую-то рациональную конкретику. Вот конкретно все эти карты говорят. Что же тогда помогает? Или, может быть, кстати, мои дорогие, не согласиться на первое попавшееся предложение. По сути, чему сейчас не время? Карта шута, карта дурака. Не сглупить в чем-то. И семерка воды, что нам помогает? Вот вдохновение само по себе помогает. Посмотрите, какая красивая карта. Словно прекрасная девушка в окружении рыб царства такого морского. Но отчасти медитирует, думает, что же выбрать. Или анализирует какую-то ситуацию, выбирает правильный путь, правильный выбор, правильный выход. И по этой карте воображение и фантазия, они как будто нам помогают. Это правда. Но быть менее жестким нам, кстати, говорят по этой карте. Может быть, нам придется обходить какие-то правила или с кем-то договариваться. Быть более гибким, это тоже помогает. Но мы не должны где-то замечтаться. И на этой неделе с чем-то определиться вот на 100% или получить ответы на свои вопросы. Или ну, знаете, заключить как надежное сотрудничество или какие-то гарантии, мои дорогие, получить, наверное, нет. По этой карте нам говорят, что какая-то реальность, она еще пока в тени, и вам хочется с чем-то определиться. Поэтому будьте дипломатом, вы великий дипломат, если вы это захотите. А вот реализовать свою мечту, вот это самое время. Но, видимо, нужно продумать все до мелочей, чтобы не было для себя каких-то подводных течений и рифов, которые о себе могут напомнить потом, через продолжительный период времени. Поэтому просчитать не только на момент вот этой недели, а на далекую как раз будущее, перспективу определенно что-то стоит. Опять же, не должно быть ошибок. Видимо, есть какой-то, у каждого, я понимаю, свой, но есть какой-то вопрос или решение, решимость скорее ваша, вы хотите что-то осуществить. А вот методы, они еще как в тени, они еще пока непонятны. Или непонятно для вас, будет что-то продолжаться или нет, или в каком ключе это будет продолжаться. Вот как будто на этой неделе, может быть, еще, ну нет вот этой ясности 100%. Вот давайте мы узнаем, а что же скрыто? Конкретика. И я не могу сказать, что это кто-то от вас скрывает что-либо. Но, может быть, по пажу земли вопросы связаны с детьми. Безусловно, как паж это всегда есть какое-то обновление. Может быть, это вы на данный период времени словно, ну, можете видеть одно какое-то развитие событий или очень желать, чтобы обстоятельства сложились именно определенным образом. А нам говорят, что какие-то, ну, может быть, новости придут или новшества с элементом чего-то обновления, может быть, у кого-то обновить документы придется или какой-то новый подход использовать в вашем бизнесе. Карта достаточно не крупная, и она не говорит ни о каких-то подвохах, ни о том, что мы можем, допустим, столкнуться, что от нас намеренно кто-то что-то скрывает. И вообще в этой колоде карт это проходит как намерение процветать. Вот может быть как раз карта ложится под арканом звезда, старшим арканом, и мы сказали, вы выстраиваете далекую перспективу. И вот
Ваше твердое намерение, может быть, как начало чего-то. У кого-то это тот план, к которому вы собираетесь, может быть, приступить. И есть еще пока нюансы, которые вы не можете определить или окончательно расставить по местам. Но твердое намерение, может быть, и вы что-то скрываете. Вы не хотите, ну, наверное, как будто афишировать у кого-то в личной жизни какой-то ваш проект, или у кого-то по бизнесу, или по способам заработка, мои дорогие, или кто-то из вас может где-то скрывать и доход. Почему нет? Вполне вероятно. Вот скорее тогда это тот доход, который, ну, знаете, как дополнительный источник заработка. Может быть и так. Но сама по себе эта карта по паржу Земли какую-то перспективу подразумевает. И почему и значение, наверное, есть. Твердая уверенность процветать. Как будто мы, даже если прежде у нас был сложный какой-то период, вот, наверное, поставим перед собой цель, что я все равно этого добьюсь. И пусть какими-то, ну, разными альтернативными вариантами, но у вас, правда, осуществится какой-то проект. Что-то, то, что вы себе задумали, мои дорогие близнецы, точно жизнеспособно и на далекий период времени. Давайте мы узнаем дела, работы, бизнес. Прекрасная карта. Карта мудрости, я ее называю королева воздуха. Она, посмотрите, какая красивая. И словно сова или филин, не знаю, правда, сидит на плече у нашей королевы. И это знак, один из знаков мудрости как раз. Может быть, на этой неделе практичность, четкие цели и честность. Вот так проходит по этой карте. И вообще эта карта, как карта двора, и ваша стихия – это где-то ваши планы. И поэтому дела, работа, бизнес. У вас все осуществимо. Все то, что я сказала до этого, карта подтверждает. Но, может быть, в чем-то вам придется и ожидать. Вполне вероятно. Кстати, по аркану звезда есть такой момент, когда мы ожидать можем подходящего момента или какого-то решения, подписания того или иного документа. Ну, где-то не спешка, рационализм, опять же. Посмотрите, вот из какого-то побудительного желания надо выстроить вполне четкий тезис-план, как действовать, опираясь на мудрость и где-то логику, рационализм, и тогда у нас все получится. Деньги, колесо фортуны. Да, деньги есть, деньги будут. С деньгами может быть какая-то, ну, перспективная история, если мы говорим, у каждого своя. К примеру, могут прийти деньги, которые долгое время задерживались, или были какие-то, может быть, споры, или это, знаете, как получение, у кого-то может проиграться до вплоть получения наследства или какой-то еще крупной суммы денег. По колесу фортуны все же старшие арканы на нас влияют обстоятельства. Значит, вот какие-то обстоятельства в вашей жизни сложились, и они приносят не случайные случайности, будем говорить, совпадения. И карта говорит, судьба очевидна, вам действительно словно пространство, Вселенная, ваши ангелы-хранители помогают решить какие-то вопросы. Есть зависимость от внешних каких-то воздействий или ситуаций, когда для вас какая-то финансовая история улучшается с хорошим плюсом. Но вверху, посмотрите, карта шута. С одной стороны, может быть, это какая-то сумма денег, которую вы планировали, ну, потратить, как открыть свой бизнес или вложить во что-то. Но здесь важно будет не сглупить с деньгами, потому что колесо фортуны, хоть и в этой колоде очень позитивное значение, мои дорогие, но есть у нас и другие колоды, я должна об этом сказать. То есть колесо, оно не находится в неподвижном состоянии, оно постоянно вращается. И поэтому где-то убыло, и если мы что-то не просчитали, не успели удержать это колесо в центре штурвала или как-то переместить то, что нам приходит, то это может быть разворот, когда что-то и убыло. Поэтому с чем-то не просчитаться. Держите руку на пульсе. Не должны сглупить, правда, скорее всего, решая какой-то финансовый вопрос. Но, повторюсь, в целом как раз позитивная карта. В личной жизни что нам говорят? Двойка Земли. Вы знаете, не крупная карта, карта взаимодействия, карта дуальности, карта, когда у нас все идет своим чередом. Хотя по этой карте есть такой момент быть легким на подъем. Отправиться в путешествие, кто-то будет планировать переезд или какую-то поездку, перемещение. Есть
любопытство к жизни, мои дорогие, по этой карте. Но на личную жизнь, значит, есть какое-то еще и взаимодействие с конкретным человеком. И я так думаю, если вы в паре, если вы человек семейный, что-то просто как и наши планы. Может быть, это и траты какие-то. Но нам вообще эта карта говорит, деньги не тратим. Больше, конечно, нам про, говорят, и работу, и, с другой стороны, про отдых. И как будто, знаете, не должно быть перекоса. Режим труда и отдыха. Поэтому, мои дорогие, в целом для всех. Если вы чувствуете себя уставшим, надо обязательно привести как будто себя самого в порядок, не нагружать себя чрезмерно. Вам будет очень важно, это уже точно, отслеживать какую-то, контролировать ситуацию, что-то не упустить, быть мудрым, и концентрация внимания уже предполагается. Для какого-то большого как будто проекта вам будут нужны силы. Поэтому и карта призывает нас как и к полноценному отдыху, так и проверено размеренным каким-либо действием. У вас на личную жизнь выпала эта карта, и я так думаю, все же двойка пентаклей, скорее всего, для всех вас это будет, ну, та история, которая была на предыдущей неделе. Все-таки неделя, 7 дней, не такой уж и большой срок. А вот по делам, по работе, по деньгам у вас, мои дорогие, тут что-то на кону может стоять очень важно, серьезное. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.